Это первое из 7 видео, в которых я расскажу 10 аргументов в пользу моей теории о том, что автором Евангелия от Иоанна на самом деле был апостол Варфоломей, которого 4-е Евангелие называет Нафанаилом. В моем 7-м видео я перечислил все веские аргументы, многие из которых известны на протяжении многих веков, почему Евангелие от Иоанна было написано именно апостолом. А в 8-м видео я изложил 4 очень слабых аргумента за то, что этим апостолом был именно Иоанн, сын Зеведея, и 4 сильных аргумента против этого. По аналогии с обсуждением авторства апостола Иоанна, за и против, я честно хотел начать с обсуждения всех возможных аргументов против моей теории. Но что касается апостола Варфоломея, я не нашел ни одного такого реального аргумента, даже самого слабого, против того, что он может быть автором Евангелия. Ни в самом Евангелии, ни в других книгах Нового Завета или писаниях отцов церкви, ни в церковной традиции нет ничего противоречащего его интеллекту, таланту, знанию литературного греческого языка и способности написать на нем книгу. Никто никогда не изображал его как сына Грома или простого неграмотного рыбака из Галилеи. И хотя в своем Евангелии он ни разу не назвал по имени сыновей Зеведея, Иоанна и Якова, но зато не забыл упомянуть своих лучших друзей Филиппа, Петра и Андрея, и гораздо чаще, чем других апостолов. Итак, за Иоанна и против Варфоломея остается только внешний аргумент – церковная традиция, которая, вероятнее всего, началась с одного краткого судьбоносного замечания, буквально размером в одно предложение и без дальнейших пояснений, в книге священномученика Иринея, написанной около 180 года. Однако «errare humanum est» – человеку свойственно ошибаться, даже епископу, святому, святителю и священномученику, как Ириней. Особенно, когда он, не ссылаясь ни на какие более ранние источники информации, излагает личные догадки о событиях, произошедших за много десятилетий до его рождения. Итак, давайте вернемся на 20 столетий назад, в первый век от Рождества Христова, и представим, что мы одни из первых читателей 4-го Евангелия, не знающие имени его автора. Какие доказательства и какие аргументы мы можем привести в подтверждение того, что его автором был апостол Варфоломей? В этом видео я изложу аргументы, основанные на историях о призвании апостолов. Одно из принципиальных разногласий между мной и большинством ученых, изучающих Новый Завет, состоит в том, что они обычно считают анонимность Евангелия результатом намеренной попытки автора скрыть свою личность всеми возможными способами. В то время как я считаю, что причиной этого была либо обычная скромность, когда автору просто было неловко прямо в Евангелии написать «А любимый ученик – это и есть я, апостол Нафанаил», либо тот факт, что автор не участвовал в публикации Евангелия и не мог решить, подписывать книгу своим именем или нет. Как я говорил в моем предыдущем видео, у автора Евангелия не было ни возможности, ни смысла скрыть свое авторство от окружающих. Во-первых, если бы он действительно хотел любой ценой сохранить анонимность, то он бы не рассказал нам, что был одним из 12 апостолов, тем самым ограничив наш выбор возможных авторов от тысяч людей, знавших Иисуса или его апостолов, до буквально 10 человек, то есть 12 апостолов за вычетом друга автора Петра и предателя Иуды. Во-вторых, как вообще можно представить себе анонимную публикацию Евангелия апостолом, живущим в христианской общине? Где бы он распространял первые экземпляры своего Евангелия, если не среди других христиан, которые все хорошо знали его как апостола и даже были его последователями? Как они могли не узнать его стиль, уровень владения греческим языком и даже те самые евангельские истории и слова Иисуса, которые он им рассказывал в течение многих лет? В-третьих, если автор некоего автобиографического произведения ради того, чтобы скрыть свою личность, избегает упоминать о тех событиях, в которых он лично участвовал, он лишает читателей своих самых ценных впечатлений именно о том, о чем он знает лучше всего как очевидец и активный участник, и непонятно зачем нарочно наносит очевидный и огромный ущерб своей автобиографической книге. В-четвертых, попытка избежать огласки и спрятаться, проповедуя Евангелие, нарушает заповедь Иисуса в Евангелии от Матфея 10:26-27.
Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». И как только мы понимаем, что у автора не было ни причин, ни возможности нарочно скрывать свою личность, в наших поисках его имени мы делаем поворот на 180 градусов. Вместо того, чтобы ожидать, что автор будет избегать упоминания себя и даже своего брата, как это якобы делал апостол Иоанн, по мнению ученых, мы понимаем, что апостолы Иоанн и Яков, сыновья Зеведея, не упоминаются в Евангелии от Иоанна по именам, а истории, связанные с ними, не рассказываются, просто потому, что ни один из них не был его автором или близким другом его автора. Поэтому автора Евангелия от Иоанна, наоборот, следует искать именно среди тех апостолов, которые в нем упомянуты и чьи истории подробно рассказаны. И давайте начнем буквально с самого начала, с призвания апостолов. Если бы вы никогда не читали Евангелие, каким бы вы представляли себе описание самой первой встречи каждого из апостолов с Иисусом? Это буквально эквивалентные похожие события, произошедшие с одинаково важными для евангельского повествования людьми. Петр был главой апостолов, а Иуда – предателем. Но остальные 10 апостолов имели более или менее равный статус, и каждый из них в какой-то момент своей жизни впервые познакомился с Иисусом. Конечно, братья Иисуса, которые знали его всю жизнь, находились в этом смысле в особом положении. Но даже они могли поделиться своими историями о том, как они впервые признали, что Иисус Мессия, и как Иисус предложил им стать его апостолами. И если апостол, написавший Евангелие, действительно старался бы скрыть свою личность и написать его в отстраненной и безличной манере, то лучшим подходом было бы уделить более или менее равное внимание каждой из этих первых встреч, используя примерно одинаковое количество слов для каждого апостола, не забывая и не выделяя никого из них. Как сегодня, если вы пишете бизнес-презентацию о 10 одинаково важных компаниях, то вы, скорее всего, постараетесь написать о каждой из них примерно одинаковое количество слов или страниц. С другой стороны, если, как предполагаю я, автор не заботился о своей анонимности и безличности текста, а рассказывал все, что знает лично, то можно ожидать, что он гораздо подробнее опишет именно свою первую встречу с Иисусом, потому что он, очевидно, знал и помнил ее лучше, чем знакомство Иисуса с другими людьми. А далее по объему и детальности будут идти описания знакомства с Иисусом лучших друзей автора, которые либо рассказали ему об этом, либо вообще познакомились с Иисусом практически одновременно с ним. И это именно то, что мы видим в нашем Евангелии. Давайте просто посчитаем количество оригинальных греческих слов на одного человека в описании первой встречи с Иисусом каждого из апостолов. Самое длинное описание – 140 греческих слов у апостола Нафанаила. На втором месте Петр – 57 слов. Третий – Андрей и какой-то неизвестный, вероятно, не названный по имени, поскольку он не стал апостолом. 79 слов на двоих по 39,5 на человека. Четвертый – Филипп – 29 слов. Вот и все. Первые встречи других апостолов с Иисусом не упомянуты вообще. Если верить официальной версии, что Евангелие написал апостол Иоанн, то как вы это объясните? Почему Иоанн посчитал первую встречу Иисуса и Нафанаила настолько важной, что он посвятил ей 140 слов, более чем в 2 раза больше, чем даже у Петра? Предполагаемая чрезмерная скромность Иоанна не объясняет, почему он не захотел описать свою первую встречу с Иисусом хотя бы в третьем лице парой десятков слов. Он не обязан был при этом хвастаться или хвалить себя, а просто мог описать первое восторженное впечатление о своем великом учителе. Почему мы узнаем о его призвании в апостолы из лодки его отца вместе с его братом и из других Евангелий, а не из того, которое он якобы написал сам? Я могу понять, почему люди могут считать первую встречу с самым выдающимся человеком в своей жизни и истории человечества очень важной. Я даже могу в некоторой степени понять людей, которые могут посчитать ее слишком личной, чтобы включать ее в Евангелие. Но я не могу понять, как кто-то может считать первую встречу с Иисусом важной для 4 других людей, но не для себя и своего брата. Никакой скромностью невозможно объяснить, почему из 11 апостолов, не считая Иуды, у одного из них знакомство с Иисусом было описано очень подробно, еще у 3 менее подробно и совершенно проигнорировано у остальных 7 апостолов, включая
включая якобы автора и его брата. И, кстати, в подтверждение того, что я не единственный, кто считает момент призвания апостолов Иисусом важным, вспомните, что учрежденный императором Петром Великим Высший Орден России называется Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. А причина, по которой Андрея называют первозванным Андреас Опротоклетос, именно в том, что в Евангелии от Иоанна его встреча с Иисусом упомянута первой, сразу после описания крещения Иисуса. Представьте себе, что у вас есть друг, который безумно влюблен в самую потрясающую девушку на свете, по крайней мере по его мнению, и вы просите его рассказать, как они познакомились. Какой реакции вы от него ожидаете? Помнит ли он об этом событии? Важно ли оно для него? Конечно, помнит и, конечно, важно. Скорее всего, он расскажет вам историю с подробностями, которые вам покажутся скучными и обыденными, но для него будут полны чудесного символического значения. Потому что именно в этот момент он встретил свою любовь, и его жизнь кардинально изменилась. Конечно, есть вероятность, что он ответит, что не хочет говорить об этом, и тогда вы заподозрите, что он либо не такой уж и влюбленный, либо что-то от вас скрывает. А теперь представьте третий вариант. Он говорит вам, что его первое знакомство с любимой девушкой было скучным, будничным и незначительным, и ему просто нечего сказать по этому поводу. Но вместо этого он с удовольствием в деталях рассказывает вам трогательную романтическую историю о том, как его девушка познакомилась со своим бывшим парнем или с их общим другом. Это, очевидно, звучит абсурдно. С какой стати он должен считать одно и то же событие скучным и незначительным, когда это произошло с ним, но важным и символичным, когда оно произошло с кем-то другим? Я не утверждаю, что романтическая любовь – это то же самое, что чувство, которое ученик Иисуса испытывал к своему учителю. Но независимо от того, верите вы, что Иисус – это Бог-Сын, или воплощение Логоса в человеческом теле, или Мессия, которого ждали веками, или просто самый влиятельный человек в истории, знакомство с ним явно было не менее важным и судьбоносным, чем чья-то романтическая любовь, как лично для каждого апостола, так и для всего человечества. Плюс автор буквально называет себя «ученик, которого любил Иисус». И мы знаем, как он сам относился к Иисусу из его Евангелия. Вначале он пишет, что Иисус – это божественный Логос, который всегда сосуществовал с Богом и через которого Бог Отец создал мир. А в конце земной жизни Иисуса любимый ученик стоит под его крестом, чтобы быть рядом со своим учителем, буквально рискуя жизнью, потому что в любой момент его могут арестовать или убить прямо там вместе с Иисусом, как одного из его нераскаявшихся последователей. Люди 2000 лет осуждают апостола Петра за то, что он трижды отрекся от Христа. Но многие ли помнят, как именно это произошло? В Иоанна 18:15 рассказывается, что апостола Петра кто-то узнал как последователя Иисуса, когда он и любимый ученик пришли во двор первосвященника. В Иерусалиме 33 года нашей эры первосвященник Каяфа не был дружелюбным сельским батюшкой, который учит вас любить ваших врагов и раздает детям конфеты. Он, вероятно, провел свою юность, буквально убивая ножом невинных жертвенных ягнят в храме. Затем он женился на дочери тогдашнего первосвященника Ханана, втерся в доверие к четвертому префекту Иудеи по имени Валерий Град и таким образом пролез на высшую неримскую должность в Иудее, формально уступая по власти только римскому префекту. И пока два апостола бродили по его саду, Каяфа приговаривал их учителя к смерти и убеждал Понтия Пилата убить его за проповедь любви к ближнему и Царства Божьего на земле. Посещение Петром и любимым учеником двора первосвященника в такой момент было подобно тому, как если бы два партизана или подпольщика во время Великой Отечественной войны постучались в ворота гестапо во время допроса своего пленного командира и попросили разрешения прогуляться по их двору. Эти два апостола были реальными героями, рисковавшими своими жизнями, потому что хотели быть рядом с Иисусом, даже если ничем не могли ему помочь. Исходя из такого отношения автора Евангелия к Иисусу, неразумно ли ожидать, что он должен был написать о своей первой встрече с ним детально, эмоционально и с символическими подробностями? Стандартное объяснение, что автор, якобы апостол Иоанн, не рассказал историю о своем знакомстве с Иисусом, так как боялся потерять анонимность, учитывая сказанное выше, выглядит еще более странно. Можете ли вы себе представить, что человек, который неоднократно не боялся рисковать своей жизнью ради Иисуса, мог настолько испугаться, что будущие читатели-христиане угадают его имя?
А что касается римлян, если они знали внешность и местонахождение автора Евангелия, то они преследовали бы его уже за то, что он апостол, как одного из лидеров церкви, неважно, что конкретно он говорил или писал. А если они этого не знали, то что бы им дала информация о том, что некий незнакомый им человек по имени Иоанн написал Евангелие? Или вы полагаете, что Иоанн считал, что его первая встреча с Иисусом была не стоящее упоминания? Но тогда зачем он рассказал нам о знакомстве Иисуса с другими 4 апостолами? И почему он не рассказал нам хотя бы о том, как Иисус познакомился с его братом Яковом? Пусть даже скромно умалчивая о том, что он сам тоже был в тот день в лодке вместе с Яковом и их отцом Зеведеем. И если вы внимательно подумаете над моими доводами, вы придете к тому же выводу, что и я. Автор, апостол Варфоломей, действительно написал длинный эмоциональный рассказ о своей первой встрече с Иисусом. Он также написал о первой встрече Иисуса со своим близким другом Филиппом и другими своими друзьями Петром и Андреем. А теперь давайте прочитаем внимательно все эти 4 рассказа о первом знакомстве апостолов с Иисусом один за другим, от самого короткого до самого длинного, чтобы почувствовать и сравнить их длину и степень эмоциональной вовлеченности автора. Во-первых, призвание апостола Филиппа, 29 слов, Иоанна 1:43-44. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Заметьте, что здесь нет никаких деталей, кроме самого факта, что Иисус пригласил Филиппа стать апостолом. Так что этот же текст можно было использовать буквально как описание знакомства с Иисусом любого другого апостола, просто с заменой имени и родного города. Почему же, тем не менее, автор написал этот отрывок именно про Филиппа, но не про остальных 7 апостолов? Мое объяснение простое. Как я буду рассказывать далее, Филипп во всех Евангелиях и в церковной традиции считается ближайшим другом Варфоломея. И в этом Евангелии именно он знакомит Нафанаила с Иисусом. Поэтому, даже хотя Варфоломей не знал никаких интересных деталей этого события, он решил все равно написать про призвание в апостолы своего друга. Во-вторых, призвание апостола Петра, 57 слов, Иоанна 1:40-42. Один из 2 слышавших от Иоанна, крестителя, об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень, Петр. В-третьих, призвание апостола Андрея и его неизвестного друга, 79 слов на двоих, Иоанна 1:35-39. На другой день опять стоял Иоанн, креститель, и 2 из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит учитель, «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. И, наконец, самое длинное призвание апостола Нафанаила, 140 слов, Иоанна 1:45-51. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею? Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Обратите внимание, что в знакомстве Иисуса с Нафанаилом не было ничего сверхъестественного или очень необычного по сравнению со всеми остальными апостолами, о которых мы знаем из этого и других Евангелий. Ничего такого, что может объяснить особое внимание автора к этой конкретной первой встрече и всех тех подробностей о ней, которые он решил нам рассказать. Если, конечно, автор сам не был апостолом Нафанаилом. Но если признать этот факт,
то можно понять не только необычную длину этого отрывка, но и смысл отдельных деталей этого разговора, имеющих прямое отношение к будущему написанию Евангелия. Во-первых, в Иоанна 1:47 Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». В греческом языке слово «золос», переведенное здесь изысканным словом «лукавство», обычно означает просто обман. Но почему из всех апостолов только про Нафанаила сказано, что он не обманщик, как будто это что-то особенное? Некоторые комментаторы видят в этом ссылку на Псалом 31:2. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Но этот отрывок просто говорит, что нужно быть честным и не грешить, и не объясняет, почему Иисус сказал это, или, по крайней мере, автор Евангелия написал это про ровно одного апостола. А как же остальные? Они же тоже не жулики. Я не верю, что среди апостолов честность была таким уникальным и редким качеством, что ее надо было выделять особо. Если вы считаете, что эти слова писал Иоанн, то почему он в этом месте не остановился и не спросил себя: а почему только Нафанаил? А как же я, мой брат, все остальные? В нас тоже нет лукавства или обмана? И почему для Иисуса было так важно это упомянуть прямо при первой встрече? То есть кого именно Нафанаил не должен был обманывать в будущем? Потому что сам автор и есть Нафанаил, и обманывать он не должен своих будущих читателей. То есть он хотел сказать этим, что с первой встречи Иисус предвидел, что Нафанаил честно, без обмана и лукавства расскажет о его жизни в Евангелии, которое мы читаем. Далее в Иоанна 1:48 Нафанаил говорит ему: «Откуда ты знаешь меня?» А Иисус отвечает: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Как заметили некоторые ученые задолго до меня, трудно представить, что Нафанаил просто сидел под смоковницей, то есть фиговым деревом, ничего не делая. Иисус увидел его там, сказал ему об этом, и Нафанаил был настолько впечатлен и вдохновлен этим фактом, что назвал его Мессией. Сидя под смоковницей, Нафанаил должен был делать что-то, связанное с мессианскими пророчествами. А что еще это могло быть, кроме чтения Библии? Что еще такого важного и духовного можно делать, сидя в одиночестве под деревом? Итак, в то время как другие апостолы не упоминаются как читающие что-либо, а Иоанн и Петр вообще названы неграмотными в Деяниях 4:13, Нафанаил не только грамотный, поскольку нам намекают, что он читал книгу, но еще и честный человек. Прекрасное сочетание для будущего автора Евангелия. Далее, парадоксально, но слово «израильтянин», которое звучит современно сегодня, в древности было очень древним и устаревшим, поскольку тогда на карте не было Израиля, и это слово напоминало о временах царей Давида и Соломона за 1000 лет до Иисуса, или же о временах за 8 веков до Иисуса, когда вместо провинций Галилеи и Иудеи существовали две страны – Иудея на юге и Израиль на севере, в состав которого входили территории Назарета и Каны, родных городов Иисуса и Нафанаила в Галилее. Так что слово «израильтянин» в этом отрывке даже могло быть причудливым способом сказать, что Иисус узнал в нем земляка из Галилеи. В сочетании с сидением под смоковницей оно также может напомнить о мессианских пророчествах в книге Михея, пророка, жившего в 8 веке до нашей эры, в которой говорится: «Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля, объединю их воедино, как стадо в овечьем загоне. Перед ними пойдет стенарушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». А далее в Михея 4:4 говорится, что в будущие мессианские времена «Каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». А может, это намек на книгу Захарии, написанную во времена возвращения из Вавилонского плена в 6 веке до нашей эры. 3 глава начинается со слов: «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед ангелом Господним». В книге Захарии 3:10 говорится: «В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». А в Захарии 6:11-13 «Возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, иерея великого. И скажи ему: Господь небесных воинств говорит: смотри, вот человек, имя которому отрасль, который прорастет из места своего и построит храм Господень. И действительно, он построит храм Господень, и будет облечен в великолепие, и воссядет
воссядет как царь на престоле своем». Еда с собственной смоковницы также упоминается в Исаии 36:16, но с менее соответствующим нашему случаю символизмом. Однако, достаточно ли связи смоковницы и слова «Израиль» в Ветхом Завете в его древнем даже для Иисуса и Нафанаила смысле, для того, чтобы слова Иисуса о сидении под смоковницей так впечатлили Нафанаила? Есть еще одна интересная теория, которую я частично прочитал в статье Кенни Лима, а частично реконструировал сам. В статье отмечалось, что слова Иисуса о смоковнице на самом деле могли быть ответом на слова Нафанаила о Назарете. В книге притчей Соломоновых 27:18 говорится: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто заботится о господине своем, тот будет в чести». Первые 4 буквы в этой фразе на иврите «нацрат» совпадают со словом «назарет», которое происходит от слова «нецер», что означает «охранять, стеречь», а буквы с 4 по 7 «тена», что означает «инжир, смоква». То есть первые 7 букв этой цитаты из притчей, часть фразы «стережет смоковницу», образует сплетение 4-буквенных слов «назарет» и «смоква». Итак, вот моя реконструкция возможных событий. Представьте себе, что Нафанаил сидит под деревом и читает Библию. Филипп рассказывает ему об Иисусе, и Нафанаил спрашивает, может ли что-то хорошее произойти из Назарета. Возможно, он в то время читал притчи, или просто фиговое дерево у него над головой и сказанное Филиппом слово «Назарет» напомнило Нафанаилу об этом отрывке. Вы можете сказать, что это маловероятно, но, во-первых, мы ищем нечто маловероятное, что может объяснить впечатление Нафанаила от слов Иисуса. И, во-вторых, на самом деле это гораздо более вероятно, чем кажется. Мы в наш современный век информации обычно поражаемся тому, как древние люди могли запоминать практически целые книги и цитировать отрывки из Библии по желанию. Но представьте себе мир без электричества. Ни телевидения, ни интернета, ни радио, и даже книг так мало, и они настолько дороги, что вы можете позволить себе иметь только одну книгу. Например, Библию, которую вы читаете десятилетиями снова и снова каждый день, потому что больше вам просто нечего читать, слушать или смотреть. Далее представьте, что вы из Каны Галилейской, которая находится всего в нескольких километрах от Назарета. Вы читали книгу притчей сотни раз и, естественно, заметили и запомнили, что там есть стих, начинающийся вроде бы со слова «Назарет», название соседнего с вами городка, которое на самом деле не означает «Назарет», а является началом фразы, стерегущей смоковницу. И поэтому вполне вероятно, что при упоминании Назарета, да еще и сидя под смоковницей с Библией в руках, вы вспомните этот стих про Назарет и смоковницу. Итак, Нафанаил сказал Филиппу неуважительные слова о Назарете, а сам вспомнил эту цитату. Иисус же не только угадал, что Филипп нашел Нафанаила сидящим под смоковницей, где они разговаривали о его Назарете, но вместо прямого приглашения стать его апостолом, как ожидал Нафанаил, словами о смоковнице напомнил ему очень подходящую к этой ситуации цитату о учителе и его последователе, как бы говоря ему: «Ты сказал, что я из Назарета, а я в ответ говорю, что ты был под смоковницей». И как в мудрости из притчей, в которой эти два слова переплетаются, наши судьбы тоже переплетутся, и ты будешь прославлен, если будешь уважать меня как своего учителя, как тот, кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды. И именно поэтому Нафанаил, не дожидаясь прямого приглашения стать апостолом, сразу же выразил согласие, назвав Иисуса Равви и Сыном Божьим. На самом деле эти 3 гипотезы, аллюзии на книги притчей Михея и Захарии, не противоречат, а дополняют друг друга. Глубоко религиозный и философски настроенный человек, подобный апостолу Нафанаилу, много читавший и хорошо знавший Библию, мог вспомнить обо всех 3 из них одновременно. И это 3-й важный для авторства Евангелия момент. Человек с первой встречи с Иисусом, видящий тайные смыслы и аллюзии к мессианским пророчествам даже в простых словах, гораздо больше похож на такого интеллектуала, как автор Евангелия, чем другие апостолы, бывшие рыбаки и мытари. И, наконец, обратите внимание, что сам стиль, в котором описан этот разговор, гораздо более вероятен, если об этой встрече рассказывает сам Нафанаил. Если автор Евангелия другой апостол, то, во-первых, зачем ему понадобилось сообщать всему свету, что апостол Нафанаил когда-то сказал своему другу Филиппу что-то оскорбительное про Иисуса и его родной город Назарет? Тем более, что он сам тут же осознал
свою ошибку. Да и сами Нафанаил и Филипп вряд ли стали бы рассказывать такие подробности другим апостолам. А вот если апостол Нафанаил пишет о самом себе, тогда это вполне объяснимо как некая исповедь и раскаяние. Вроде как: да, я сказал глупость о Назарете и до сих пор об этом жалею, но я исправился сразу после личной встречи с Иисусом, и меня очень впечатлила его реакция на мои слова. И здесь мы подошли к следующей проблеме. Без объяснений, вроде тех, которые я привел выше, слова Иисуса о фиговом дереве не выглядят особо впечатляющими. Не совсем понятно даже, видел ли Иисус Нафанаила сидящим под фиговым деревом своим духовным взором, или, может, просто заметил его издалека, когда разговаривал с Филиппом. В любом случае не объясняется, почему эта догадка Иисуса произвела на Нафанаила такое впечатление. И если бы Нафанаил рассказал другому автору историю о своей эмоциональной реакции на слова Иисуса о смоковнице в том виде, как она рассказана в Евангелии, то тот, скорее всего, забыл бы ее и не стал писать о ней, потому что он не понял бы ее смысл, так же, как не понимают его читатели. А если бы Нафанаил объяснил автору, почему слова Иисуса о смоковнице его настолько впечатлили, или тот догадался об этом сам, тогда он рассказал бы нам смысл этой истории вместе с ней самой, поскольку это и есть самое интересное. А вот если этими воспоминаниями делится сам апостол Нафанаил, тогда это все вполне естественно. Участник событий, который прожил со своими воспоминаниями столько лет, что их смысл кажется ему очевидным, вполне мог не осознавать, что читатели не догадаются, какую связь он увидел между Назаретом, смоковницей и его признанием Иисуса Мессией. А возможно, рассказывая эту историю, он даже хотел сохранить этот смысл в тайне как личное воспоминание. Люди часто рассказывают личные эмоциональные истории из своей жизни сложным для понимания образом. Им просто нравится заново переживать свои старые впечатления, и они забывают, что мы, слушатели, не знаем тех людей, места и другие обстоятельства, которые кажутся такими знакомыми и очевидными для самого рассказчика. Посторонний человек, пересказывающий подобную историю, либо объяснил бы, о чем идет речь, если сам это знал, либо просто не стал бы рассказывать чужую историю, которая ему самому была непонятна. Опять же, сравните истории призвания других апостолов в этом же Евангелии. Никаких загадок, все просто, понятно и конкретно. Итак, подводя итог, можно сказать, что первая встреча Иисуса с Нафанаилом рассказана в Евангелии как длинная подробная история, полная деталей, эмоций и загадок, в то время как знакомство Иисуса с другими апостолами либо излагаются гораздо менее подробно в случае Петра, Филиппа и Андрея, либо не упоминаются вообще в случае остальных 7 апостолов. За 2000 лет никто не нашел этому факту и деталям этой встречи рациональное объяснение. Зато они легко объяснимы, если предположить, как это сделал я, что автором Евангелия от Иоанна является апостол Нафанаил. В моих следующих видео я расскажу о других свидетельствах, подтверждающих этот факт.